в ноябре месяце был тяжело ранен заместитель командира бригады, и у него начиналась гангрена. А в самом Сталинграде были только младшие санитарные. Мы могли оказывать только самую первую помощь. Никакой операции делать мы не могли. Все госпиталя находились на другом берегу Волги. Волга начала замерзать, но вначале закрайки замерзает, а середина Волги двигается. По течению льдины приносят, и они скапливаются. Собрали всех медиков. Командир бригады генерал-майор Сафонов выступает и говорит, что нужны добровольцы через полузамерзшую Волгу переправить тяжелораненого. Все стоят, молчат. И вышла я с 32 килограммами, 150 сантиметров рост. Я шагнула вперед. И шагнула еще одна девчонка. Сказали, все, хватит. Связали лыжи, завернули тяжелораненого в такие плащ-пакеты были. Обложили его химическими грелками, чтобы он не замерз. Рано утром вдвоем потянули мы эти санки с тяжелораненым через Волгу. Мела поземка, шел снег, такая метель была, плохо видно. Но, правда, немец все равно стрелял по Волге, но без прицела. Мы тянули. Мы перебирались с льдины на льдину, а середина Волги идет шуга, комья снега в воде. Вот надо было нам найти такое место, где эти комья останавливаются. Мы перебрались, мы перетянули раненого. Но мы шли целый день. Иногда нам казалось, что мы идем не через Волгу, а вдоль Волги. И только когда начинали передвигаться льды, мы тогда поправляли себя. И только уже когда совсем стемнело, мы услышали голоса мальчишек. А мальчишки, оказывается, они давно за нами наблюдали, и мальчишки эти к нам подбежали и помогли нам. Мы сдали раненого в госпиталь, а потом повалились в домике в каком-то. Закуток такой возле печки есть, там тепло очень. Вот мы в этом закутке проспали сутки. Нас заставляли в госпитале работать. Ну как же можно? Мы же приказ должны были выполнить и доложить о том, что мы перетащили. И мы вернулись через 3 дня, потому что Волга пошла снова, было сильно, и нас не пускали через Волгу. А потом все-таки Волга более-менее остановилась, и мы пошли. Нам надо доложить командованию о выполнении приказа. Вот как мы были воспитаны. Гражданские нам дали такие длинные палки, слеги называются. Когда проваливаешься, держишься вот так за жерди, и утонуть не дает эти жерди. С ними идти очень непросто, очень сложно. Но мы проваливались трижды. И трижды вот эти жерди нас спасали. На нас были одеты огромные валенки. И когда мы проваливались, валенки эти утонули. С нас слезли, сползли. И мы шли в обледенелых портянках по снегу. Мы пришли, и мы доложили командованию о том, что мы сдали такого-то раненого в такой-то. Он тут же открыл сейф и вручил мне и ей медали за боевые заслуги. Это был 42-й год, когда еще почти никого не награждали. Очень редко. Летчики в основном награждались только за таран, за сбитые самолеты. А остальные не награждались. И у меня есть медаль за боевые заслуги. Вот она. Кровная.